Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня поговорим о велобренде, который совсем недавно был совершенно неизвестен российскому покупателю. Лишь искушенный велофан знает о его заслугах на самых экстремальных соревнованиях мирового класса по Downhill и Red Bull Rampage. Наш герой – Polygon, и родом он из Индонезии. За любым брендом стоит человек. В данном случае речь пойдет о преподавателе Багдунского технологического института Саиджанта Виджая, реализовавшем свою заветную мечту продавать велосипеды мирового качества. Эта тема ему была хорошо знакома, поскольку его отец торговал велосипедами. В 1989 году он создает компанию Insera Sena. Аббревиатура Insera означает «велосипедная промышленность Сурубая», а Сена – это героическая фигура культового эпоса Восточной Явы. На строительство завода было привлечено много денег, а основные инвестиции были вложены в высокотехнологичное оборудование международного стандарта. Ну а само производство расположилось близ города Будуран в Восточной Яве. На площадях Insera Sena проходит абсолютно весь производственный цикл, начиная от нарезки труб и заканчивая окончательной сборкой велосипедов. Каждый узел велосипеда тщательно тестируется в лаборатории на современном оборудовании, а полностью автоматизированная система хранения готовой продукции позволяет быстро отгружать заказы. Ну а рядом с производством располагается собственный испытательный полигон, на котором специальная команда гонщиков тестирует новую продукцию. В течение следующих 10 лет стратегия развития Insera Sena придерживалась трех основных аспектов – инновационность, аутентичность и качество. Именно это позволило привлечь к сотрудничеству по сборке велосипедов на своем производстве очень крутые бренды. Только вдумайтесь, с их конвейера сходили американские Marine Scott, канадская Kona, британский Saracen, австрийский Genesis и японская Araya, а также продукция еще нескольких значимых брендов. Если вспомнить историю становления главных гигантов велоиндустрии Giant и Merida, которые впитали опыт и технологии на сборке велосипедов чужих крупных брендов, понимаешь, что и Insera Sena отправилась к успеху этой же проторенной дорожкой. Только после 10 лет успешной работы с крупнейшими мировыми производителями велосипедов в 1998 году компания осмелилась представить Polygon, свой оригинальный бренд, созданный в Индонезии, который был готов покорить мир. В начале 2000-х, благодаря инновациям команды Ripple Coalition, состоящей из инженеров, дизайнеров и гонщиков из Индонезии, Европы и Америки, Polygon начинает поставляться в Сингапур, а затем в Малайзию. Объем экспорта продолжил расти, достигнув Таиланда, Филиппин, Японии и берегов Австралии. А в 2012 году Polygon сосредоточился на европейском рынке, где Германия и Франция стали центром развития европейской дистрибьюции. В это же время он появился и в России. А в 2014 году Polygon пришел и на американский рынок. Это привело к коллаборации с калифорнийским производителем велосипедов Marine и созданию системы плавающей подвески AirTreact, которая была разработана совместно с итальянской инженерной лабораторией Налит. Эта технология была признана авторитетным ресурсом Pinkbike как инновационная. Кроме этого, Polygon получила еще несколько престижных наград и признание множества международных СМИ. Компания отводит большую роль разработке уникального дизайна велосипедов и технологии предотвращения выцветания, чтобы ваш велосипед с годами не терял свои краски. Но надежность велосипедов Polygon проявляется не только в покраске, но и в качестве рам. Возможно, вы смотрите это видео и задаетесь вопросом, а можно ли доверять этому бренду? Ответ очевиден. Так как в первую очередь он известен не только тем, что делает велосипеды и для агрессивных дисциплин, таких как BMX, Downhill, Freeride, но и, что немаловажно, велосипеды Polygon стояли на первых местах пьедестала почета вместе с мировыми чемпионами по ДХ Миком и Трейси Ханна, Алексом Файолем, а также участвовали в самых зубодробительных и безумных велосипедных соревнованиях планеты Red Bull Rampage вместе с их победителем Куртом Сорджем.
А теперь перейдем от спортивных трамплинов к тем, что позволили компании набрать высоту. Как ни странно, одним из таких стала ситуация с пандемией. В то время, когда индустрия предсказывала резкое падение продаж велосипедов, Polygon тесно взаимодействовал со своими розничными продавцами, что позволило выработать более удобную и экономичную бизнес-модель, которая смогла привлечь дилеров по всему миру. На сегодняшний день компания Insera Sena входит в десятку крупнейших велосипедных производителей. Около 60% продукции приходится на производство велосипедов для сторонних брендов из разных стран. Некоторые из них являются ведущими мировыми брендами. Оставшиеся 40% приходится на Polygon, который насчитывает более 30 линеек велосипедов для разных стилей катания, пола и возраста. В настоящее время экспортные направления компании Insera Sena достигли 62 стран. Около 80% из них приходится на Европу, а число производимых велосипедов насчитывает около 1 миллиона в год. Надеемся, что мы смогли пролить свет на темную лошадку велоиндустрии по имени Polygon, и вы заинтересовались этим брендом. Кстати, чтобы не быть голословными, мы сделали несколько обзоров на велосипеды этого бренда. Вы можете ознакомиться с ними, перейдя вот по этой ссылочке. Обязательно пишите в комментариях свое мнение о велосипедах Polygon, а также о том, история какого бренда была бы вам интересна. Будем вам крайне признательны за лайк и подписку на наш канал. А если нажмете на колокольчик, то не пропустите наше новое видео. Также нас можно найти ВКонтакте и в Telegram. Ссылки есть под видео. Всего вам наилучшего, путешествуйте налегке и с комфортом.